Всем привет, это Эффект Призм. И сегодня я для вас подготовил один очень интересный эффект. Вдохновил меня на который еще старенький фильм «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. Надеюсь, помните. Там хищник, когда включал режим камуфляжа, он становился таким, как будто он сделан из стекла или какой-то прозрачной жидкости. Так вот, сегодня мы возьмем самый обычный футаж и одного из людей на нем сделаем таким же практически невидимым, как и в фильме «Хищник». Ну что ж, друзья, давайте начнем. Ну что же, давайте приступать. У меня есть вот такое видео, которое я просто скачал со стоков. И невидимкой мы будем делать вот эту женщину. Итак, для начала давайте просто продублируем этот клип, потому что он нам понадобится в двух версиях. Для этого зажимаем Alt и тянем вверх, для того, чтобы положить верхним слоем еще одну копию. Это видео пока можно отключить, для этого нажимаете клавишу D. А вот с этим клипом мы сейчас поработаем. И для начала переходим во вкладку Color. Здесь нам понадобится Magic Mask. К сожалению, Magic Mask есть только в полной версии DaVinci, а также еще один инструмент, который также, к сожалению, только в платной версии есть. Итак, переходим во вкладочку Magic Mask на вкладке Color. Здесь у вас должна быть выделена пипетка со значком плюс и выделяем женщину. Вот так, и не забудьте пакетик, потому что пакет может не выделиться, так как он сильно отличается от цветов тела и одежды. Итак, у нас подсветилась Magic Mask, выбралось все достаточно корректно. Можно выбрать режим бета для более точного выделения, если в вашем случае это необходимо. И нажимаем вот эту кнопку Track Forward and Reverse. Трекинг происходит достаточно быстро. У меня это заняло буквально секунд 20, что ли. Дальше. Выбираем в эффектах Object Removal и тянем его на эту же самую ноду. Вот так. Теперь в Scene Mode переключаемся на Background и нажимаем Scene Analysis. Далее выбираем какой-нибудь кадр в видео и крутим параметр Search Range. У меня наилучший результат получается при приближении к 100. Хотя можно, в принципе, 100 и выставить. И вот видите, у нас остался только контур. Красный только потому, что у нас включен оверлей для Magic Mask. Если его убрать, то, в принципе, девушки практически не видно. И у нас создался так называемый Clean Plate. Это можно сейчас выключить. Теперь возвращаемся во вкладку Color. Точнее, во вкладку Edit. Можем проиграть. И вот у нас вот так выглядит сейчас наше видео. Тут женщина проскакивает в конце, но в принципе ничего в этом страшного нету. Теперь нам нужно отрендерить этот кусочек видео, который мы только что отредактировали в Color. Для этого нажимаем правой кнопкой, выбираем Render in Place, выбираем формат, в котором мы будем рендерить. Я выбираю DNxHR, это монтажный кодек, и его вариант 444 10 бит. Этого будет вполне достаточно. Далее нажимаем кнопку Render и выбираем ту папку, в которую мы будем рендерить. Я обычно такие вещи рендерю в ту же самую папку, где у меня лежат, в общем-то, все исходники. Готово. Можно проиграть. И смотрите, в отрендеренном варианте все выглядит достаточно хорошо, и даже там, где у нас торчала сумка, уже ее не видно. Теперь мы можем обратно включить вот этот клип, который лежал сверху. Теперь у нас женщина вернулась на место. Выделяем оба этих клипа, нажимаем правой кнопкой, выбираем New Fusion Clip, и у нас создается Fusion композиция. И теперь переходим во Fusion. Итак, на бэкграунде у нас вариант видео, где женщина была убрана. На фореграунде, выведу это в правый вьювер, клип там, где женщина есть.
Нода Merge нам не нужна, поэтому ее можно сразу удалить. Теперь выделяем ноду Media In 2, там где у нас женщина присутствует в кадре. Нажимаем Shift пробел и выбираем Magic Mask. Здесь нам тоже понадобится Magic Mask для того, чтобы выделить женщину, потому что мы будем ее использовать как маску для последующего создания эффекта. Выводим Magic Mask в правый вьювер для того, чтобы все видеть. И теперь опять же выделяем женщину. Она у нас достаточно неплохо отделилась. Давайте также выберем вариант Better, для того, чтобы не было вот этой вот лесенки и просто чуть помягче была маска. И также нажимаем кнопку Track Forward, then Reverse. Готово. В принципе, результат достаточно удовлетворительный. Теперь выделяем ноду Media In 1, нажимаем Shift пробел и добавляем ноду Displays. Так, эта нода у нас будет создавать искажения, которые мы должны видеть как бы сквозь человека-невидимку. Давайте выведем ноду Media Out в правый вьювер для того, чтобы видеть полную картину. Так, теперь для того, чтобы создать эти искажения, помимо ноды Displays, нам нужна некоторая карта искажений, и в качестве карты искажений я буду использовать ноду Fast Noise. Выведем ее в левый вьювер и давайте настроим. Увеличим Scale. Я люблю здесь поднять контраст, где-то вот так. Ну и Details, смотрите, так, чтобы вам нравилось. Можно их сделать минимум, тогда искажения будут помягче. Либо поднять немного, и тогда они такие будут более детальные, что ли. Подключаем Fast Noise в зеленый вход ноды Displays. У нас исказится вся картинка. Теперь выход ноды Magic Mask подключаем во вход маски Displays, то бишь в синий вход. И получаем вот такую картину. Видите, у нас искажение теперь только там, где женщина идет. Видите, если обратить внимание на лавочку, то она вот такая искаженная получается, когда мы смотрим сквозь женщину на нее. И дополнительно можно выход ноды из Magic Mask подключить в Fast Noise, во вход маски также. Большого смысла в этом, наверное, нету, потому что на финальной картинке мало что поменялось, но можно делать, можно не делать. И для того, чтобы Человек-невидимка был более детальным еще, давайте после ноды Displays добавим еще одну ноду Displays. И теперь в ее зеленый вход подключим опять же выход ноды Magic Mask. Давайте в первом дисплейсе немножко его настроим для того, чтобы искажения были посильнее. Где-то. Давайте, может, вот так. И теперь в этом дисплейсе во втором также поднимем Refraction Straight. Немного Light Power можно. И можно отрегулировать Light Angle. Это такая подсветка контуров. Этим регулятором вы меняете угол падения света. Можно и по умолчанию ставить, если вас устраивает такой результат. Ну и, в общем-то, готово. Теперь давайте перейдем на вкладку Edit, дождемся окончания кэширования и посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж, друзья, как по мне, результат достаточно впечатляющий. Ну что ж, большое спасибо, что посмотрели. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Всем пока!